Всем привет! Знаете, есть такая, очень обидная ситуация, знакомая, я думаю, каждому садоводу. Вот представьте, вкладываешь душу, ищешь лучшую рассаду, грядки готовишь, поливаешь, ухаживаешь, а урожая-то и нет, ну или он совсем не тот, что ждали. И сидишь, думаешь, в чем же дело? Так вот, оказывается, корень проблемы часто прячется в самом-самом начале, в ошибках, которые мы совершаем при посадке. Да-да, именно они, как бомба замедленного действия, закладывают проблемы на весь сезон. Сегодня мы разберем 10 таких вот промахов. И, кстати, оставайтесь до конца, потому что там я расскажу о самой главной, самой недооцененной ошибке, которая, просто может перечеркнуть вообще все старания. Итак, вот наш план. Сначала поговорим про фундамент урожая, потом разберем ошибки с почвой, с рассадой и с первым уходом. Ну а в конце та самая главная ошибка и, конечно, выводы. Поехали! Давайте сразу проясним один момент. Посадка — это без преувеличения фундамент всего. Ну вот как у дома. Если фундамент заложен криво, то любая буря, любая проблема, будь то непогода или болезни, ударит по вашим томатам с двойной силой. Хороший старт — это, я вам скажу, уже половина успеха, если не больше. Что ж, давайте начнем. Первая группа ошибок касается, так сказать, дома для наших помидоров, то есть почвы и места, где они будут расти. И вот она, ошибка номер один — посадка в холодную землю. Ох, какая же это ловушка для нетерпеливых садоводов. Днем солнышко пригрело, кажется, ну все, пора. А копнешь поглубже, а земля-то еще ледяная. И что происходит? Корни томата в таком холоде просто отказываются работать. Растение замирает, листья могут даже посинеть, рост полностью останавливается. И все, мы получаем хилый слабый куст на весь сезон. Дальше. Вторая ошибка. Сажаем в неподготовленную почву. Нужно понимать, томаты — те еще гурманы. Им нужна рыхлая, вкусная, питательная земля. А если воткнуть их в тяжелый и бедный грунт, как глина какая-нибудь, их корни просто не смогут там нормально развиваться, они задохнутся. И это, кстати, потом очень трудно исправить какими-то подкормками. Запомните, сильные корни — это сильный куст, это просто закон. Третья ошибка. Посадка в тени. Тут вообще все элементарно. Помидор — это растение солнцепоклонник. Ему нужно солнце, много солнца. Без света он начинает тянуться вверх, становится таким длинным и худым. Цветение слабое, завязи кот наплакал. Куст может даже выглядеть большим, зеленым, а толку, плодов-то не будет. Так что местечко у глухого забора или под яблоней — это точно не для томатов. Идем дальше. Четвертая ошибка, и она, я скажу, очень коварная. Сажать помидоры на одно и то же место из года в год. Почему это плохо? Представьте, в почве накапливаются все их болячки, все вредители, и с каждым годом их становится все больше. В итоге растения начинают болеть буквально на ровном месте, а мы удивляемся, почему. Так что севооборот — это не какая-то там сложная наука, это просто правило гигиены для вашего огорода. Так, с местом и почвой разобрались. Теперь давайте поговорим об ошибках, которые касаются уже самой рассады и, собственно, процесса посадки. Ошибка номер 5. Ох, это просто классика жанра. Слишком тесная посадка. Логика вроде бы понятная. Посажу погуще, соберу больше помидоров. Но на деле все работает с точностью да наоборот. В этой тесноте растениям не хватает ни света, ни воздуха. После полива или дождя листва сохнет часами. А это что? Это просто курорт для всяких грибков и болезней. В итоге вместо большого урожая мы получаем большие проблемы. Шестая ошибка. Не угадали с глубиной посадки. Тут, знаете, важна золотая середина. Если посадить слишком мелко, корни окажутся почти на поверхности. Летом они будут просто жариться и пересыхать. А если закопать слишком глубоко, особенно в холодную плотную землю, то стебель под землей может начать подгнивать. И растение будет не расти, а мучиться, очень долго приживаться. Седьмая ошибка — посадка переросшей рассады.
Ну, картина знакомая, да? Рассада на подоконнике застоялась, вытянулась, такая бледная, длинная, и вот такое растение после пересадки будет долго-долго болеть, адаптироваться. А самое обидное, знаете что? Оно почти наверняка сбросит свою первую цветочную кисть, а ведь это самые первые и самые желанные помидорки. Так что запомните, лучше маленький, но крепкий и коренастый саженец, чем длинный заморож. 8-я ошибка — это посадка без плана на будущее. Очень важная штука. Мы же сажаем не просто маленький кустик, мы сажаем будущее большое растение. Уже через месяц это будет раскидистый куст, который надо и подвязывать, и посынковать, и опрыскивать. И если посадить их как попало, хаотично, то потом просто не подлезешь, а ветки будут ломаться. Так что думайте наперед. Ну что ж, посадили. Казалось бы, можно выдохнуть, а вот и нет. Расслабляться еще рано. Следующий блок ошибок про то, что мы делаем не так сразу после высадки. Ошибка 9. Залить помидоры водой сразу после посадки. Ну, кажется же логичным, правда? Растение испытало стресс, надо его хорошенько полить. Но нет, это ошибка. Если почва еще прохладная и плотная, то избыток воды просто вытеснит весь воздух. Корни начнут задыхаться. Это идеальное условие для развития всяких корневых гнилей. Нам нужна влажная земля, а не болото в лунке. И 10-я ошибка, которая особенно касается теплиц, это посадка и закрыли дверь наглухо. То есть отсутствие проветривания. Помидоры любят тепло, это правда, но они просто ненавидят духоту и сырость. Спёртый влажный воздух в теплице — это, по сути, инкубатор для фитофторы и других грибковых болячек. Так что сквознячок, циркуляция воздуха — это просто обязательно. Ну что? Вот мы и подобрались к самому главному, к решающему моменту, к той самой ошибке, которую многие просто не замечают, но которая на самом деле определяет почти все. Так что же это? Что за самая важная ошибка, о которой так легко забыть? А вот она. Главная ошибка — это сажать изначально слабую, больную рассаду. Понимаете, надежда, что хилое растение вдруг само окрепнет в грунте — это почти всегда иллюзия. Чудес не бывает. Слабый старт означает, что растение будет тратить все свои силы на то, чтобы выжить, а не на то, чтобы дать нам урожай. Запомните, лучше 5 здоровых крепышей, чем 10 доходяг. Что ж, давайте теперь все это соберем в одну картину и подведем итоги. В чем же главная философия правильного старта? Главное, что нужно запомнить. Посадка — это тот самый фундамент всего сезона. Если он крепкий, томат получает мощный заряд на старте. Такое растение и стрессы перенесет легче, и болячкам будет сопротивляться лучше, и, конечно, у него есть все шансы дать шикарный урожай. А вот исправлять ошибки, допущенные в самом начале, потом, это гораздо сложнее. И вот, чтобы все уложилось в голове, давайте пройдемся по 6 главным «не». Первое. Не торопитесь. Второе. Не сажайте в холодную землю. Третье. Не загущайте грядку. Четвертое. Не сажайте как попало, то есть без плана. Пятое. Не надейтесь, что чудо-удобрения все исправят. И шестое, самое важное. Не высаживайте слабую рассаду. Все просто. Надеюсь, этот разбор поможет избежать обидных промахов. Дайте вашим томатам хороший старт, создайте им правильные условия с самого начала, и поверьте, они вас точно отблагодарят. Пусть в этом сезоне помидоры у всех будут крепкими, здоровыми и, конечно же, очень урожайными.